В этом видео я пачкаю пальчики, крашу вымя и делаю самую важную свою рекламную интеграцию. Всем привет, меня зовут Даша и я моделист, и сегодня вы увидите, как я сделала свою лучшую диораму на данный момент. Тут есть все, что близко русскому человеку, и это и старый зелок, и типичный советский забор, и также коровы из колхоза, ну и ребята-работяги. Я очень довольна результатом, так что давайте смотреть, как у меня это все получилось. Поехали! В качестве основы диорамы у меня будет обыкновенная фоторамка, которую я купила в Икее, и такая стоила около 120 рублей. Можно основу диорамы делать из пеноплекса или пенопласта, как куча других блогеров, но вот я люблю диорамы размещать на фоторамках. Конечно, многоуровневые диорамы со сложным рельефом на таких не разместишь, но если вам нужно сделать плоскую поверхность, то фоторамка по мне идеальный выбор. И диораму в таком виде удобно дарить, оформление выглядит довольно эстетично. Даже далекому от диорамостроения человеку будет очевидно, за что браться при любовании работы. В самом начале я защищу рамку от краски, гипса и других материалов, которые я буду использовать во время работы над своей диорамой. А маскирую я рамку модельным скотчем от фирмы Machete. Кстати, все инструменты этой фирмы вы можете найти в интернет-магазине «Модельная лавка». В модельной лавке есть все, что нужно настоящему моделисту. Инструменты, краски, аксессуары для диорам, например. Забор, который я буду использовать в строительстве этой диорамы, тоже можно найти в магазине «Модельная лавка». Промокод Даша даст вам скидку в 10%, а если вы впервые будете пользоваться модельной лавкой, то используйте вот этот промокод, который также есть в описании к этому видео, и у вас будет скидка в 200 рублей, что может по сути вам обеспечить бесплатную доставку. А в комментарии к вашему первому заказу укажите, что вы от Даши. Теперь я заливаю будущий грунт на основании диорамы. Тут я использую обыкновенный строительный алебастр, который можно найти в любом хозяйственном или строительном магазине, и равномерно его наношу на основание. А пока я занимаюсь постройкой диорамы, я хочу рассказать вам о главном действующем лице – классическом советском заборе. В 1944 году родился Борис Лахман, советский архитектор, который в возрасте всего 22 лет возглавил конструкторское бюро «Мосгорстройматериалы», получив должность главного архитектора. В 1972 году к Борису обратились чиновники и потребовали разработать недорогое универсальное ограждение для стратегических объектов. Именно с этого момента и началась история ПО-2, того самого советского бетонного забора с ромбиками. Одно из ключевых требований к разрабатываемому ограждению в проекте значилось как забор безопасности заключалось в том, чтобы его могли производить на любом советском ЖБИ-заводе без необходимости вносить какие-либо корректировки в производственный процесс. То есть конструкция ПО-2 плита ограждения должна быть максимально простой, но выполнять свою основную задачу – защиту стратегических объектов. К дополнительным требованиям можно отнести следующее – это монолитность, чтобы обеспечить непроглядность для стратегических объектов, в том числе которых были и воинские части, также звукоизолирующие свойства, чтобы уменьшить шум для окружающего населения от огражденных данным забором промышленных объектов, так как заводы и фабрики ранее преимущественно соседствовали со спальными районами в крупных городах. Секционная установка, чтобы была возможность заменить разрушенную или поврежденную секцию без необходимости демонтировать весь забор и чтобы можно было использовать без покраски для минимизации производственных затрат. А вот здесь я формирую будущий рельеф диорамы, и в центре работы у меня будет колея, по которой едут грузовые машины по своим колхозным делам. А теперь я побуду строителем. Я буду устанавливать, даже не побоюсь этого слова, монтировать настоящий советский забор. Забор у меня от отечественной фирмы «Таран». В ассортименте этой компании есть много всего интересного для диорамостроителя. И помимо этого забора, меня очень заинтересовали типовые советские аэродромные плиты, которые я, скорее всего, и буду использовать в последующих стройках. Так что, чтобы оставаться в курсе новейших диорамных трендов, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, ставьте лайки под этим видео.
А перед установкой мне пришлось немного подготовить забор к установке. Забор, вероятно, вылет из гипса, и у него есть некоторые литьевые дефекты. И для их устранения мне подойдет обыкновенная наждачная бумага. В итоге в 1973 году Борис Лахман и представил свою разработку – плиту ограждения ПО-2, а в 1974 году он получил за нее бронзовую медаль ВДНХ и денежную премию. Если сначала забор ПО-2 использовался исключительно для промышленных и военных объектов, то уже в 1980 году им стали ограждать и железнодорожные пути, и свалки, и небольшие фабрики, и даже строительные объекты. По словам Бориса Лахмана, он предложил сразу 3 вариации дизайна для плит ограждения. Ему больше всего понравилась версия под каменную кладку, но утвердили к производству только ПО-2. Чертежи остальных вариантов сохранить не удалось, так как в 1981 году архитектор вместе с семьей эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, а любые рабочие документы вывести не предоставлялось возможным. Дизайн выбран не случайно. Технические выступы выполняют следующие задачи. Это обеспечение дополнительной механической устойчивости. Работают как усиленные ребра жесткости. Рассеивание отражающих звуковых волн. Звукоизоляционные свойства и шумоизоляционный барьер. Обеспечение игры теней, что нивелировало визуальную монотонность дизайна, самоочистка под проливным дождем, конусообразные выступы разбивали капли на мелкодисперсные, которые и вымывали все загрязнения и запыленность. И при такой конструкции действующие ЖБИ заводы могли начать производство плит без модернизации производственных мощностей. Собственно, уже через 1,5 года после утверждения проекта его выпускали примерно 70 действующих ЖБИ производств. Ограждение ПО-2 используется и по сегодняшний день, хотя еще в 1997 году его использование на территории Москвы и Московской области при строительстве новых объектов было запрещено. С тех пор все строительные площадки ограждают только оцинкованным профлистом. А вот так выглядит эскиз моей диорамы. Даже на начальных этапах промежуточный результат мне очень нравится. Здрасте, забор покрасьте, и с этой неуместной шутки я начинаю окрашивать забор. А красить или малевать, как говорят мои хейтеры, я буду темперной краской. Я намешиваю грязно-серый цвет, хотя красочная палитра советских заборов простирается от белого до немецкого танкового серого. Но я возьму что-то среднее и широкой кистью покрашу забор. Неоднократно предпринимались попытки модернизировать забор ПО-2. В начале 90-х широкое распространение получило данное ограждение с юбкой. Такая конструкция обеспечивала большую механическую устойчивость секции к динамическим ударам. По легенде, такая стена могла остановить танк или иную бронетехнику. Но в дальнейшем производство ПО-2 всех вариаций вообще свернули. Сейчас их выпускают только частные ЖБИ заводы. Итого советский забор с ромбами стал своего рода символом эпохи заката СССР. Борис Лахман, спроектировавший его, в дальнейшем занимался разработкой дизайнов для американских отелей, ресторанов и частных домов. И он не любит вспоминать период своего проживания в Советском Союзе и прямо утверждает, этот забор не самое великое, что он сделал. И то, что им завалили буквально всю страну, ему не очень понятно. После простенькой окраски земли темно-коричневым цветом я решила усложнить фактуру земли при помощи песка. Да, обыкновенного песка, и спасибо Собянину за него. Вначале широкой кистью я кладу клей ПВА. И вообще клей ПВА для диорамостроителя это расходник номер 1. И поверх клея ПВА я посыпаю песочек.
После окраски в базовый коричневый цвет земля будет выглядеть очень фактурной и даже настоящей. Вот тут, собственно, я докрашиваю свою землю в разные оттенки коричневого, и после этой процедуры земля выглядит очень натурально. А пока сохнет земля русская, я займусь буренками. Корова у меня в 43-м масштабе, и они распечатаны на фотополимерном 3D принтере ребятами из студии Амформа. Ссылочка на ребят будет в описании. И вначале я наношу базовый цвет на коров. Потом нарисую камуфляж, руководствуясь документальными источниками. Кстати, качество коров очень высокое и вымя отлито очень качественно. Это, пожалуй, главный критерий качества модели. У коровы покрашу глазки, копыта и, конечно же, вымя. И какая же корова без вымени? А теперь, когда земля русская высохла, я буду монтировать типичный деревенский забор, ограждение для коров. Лаги и бревна я нашла в лесу. Лаги чуть не подходят мне по размеру, и поэтому мне пришлось немножко подпилить. И потом я приклеиваю их на основание. А теперь я углублю цвет земли, и для этого мне потребуется несколько оттенков коричневого цвета. И то же самое я сделаю с забором.
А вот тут я займусь благоустройством. Мой флокатор застрял где-то на границе с Китаем, а закончить диораму мне очень хочется. И поэтому я займусь небольшим мазохизмом и буду высаживать травку вручную. Я просто приклеиваю ее на клей ПВА. Да, это было немножко муторно, но оно того стоило. А теперь я верну забор коровьего загончика на свое место. Я из водопроводного льна сделаю кучу сена, чтобы коровкам было что покушать в своем стойле, и приклеиваю сток уже на привычный в этой работе клей ПВА. А ножничками от мачете теперь придам более хаотичный вид стогу, чтобы выглядело, как будто коровки уже его попробовали. Продолжу высаживать травку на лицевой части диорамы. Флок я использую от фирмы Green Stuff World, хотя в качестве бюджетного варианта можно воспользоваться и сушеным укропом. Я так делала, например, на своих ранних работах. А вот такой у меня получился промежуточный результат. Кстати, яркий цвет зеленой травы придает диораме немножко жизнерадостности, что я очень люблю. Ну и какой же забор без странных надписей? И на обратной стороне я размещу граффити в виде декали от Green Stuff World. А на передней части я размещу объявление о том, что производят эти коровки, и речь тут пойдет явно не о продаже молока, а номер объявления тут абсолютно вымышлен и он случайный. Ну а на второй половинке забора я напишу тайное послание от меня. Теперь, когда основная работа над ландшафтом закончена, пора оживить мою диораму. А какая диорама без основных действующих лиц? И главными героями моей работы будут четкие пацаны и одна четкая пацанка. Ребята напечатаны на 3D принтере фирмы Amforma. Ссылочки на ребят будут в описании. Фигуры в 43 масштабе, что является очень редким явлением в моделизме. А напечатаны эти фигурки на фотополимерном принтере, и качество их исполнения на высоком уровне. Я ожидала немножко меньшего. А крашу я четких пацанов привычным для меня методом – темперными красками. И поскольку фигурки у меня гражданские, то и фантазия не ограничена. И я могу использовать любые цвета, что я и сделаю. Кстати, обратите внимание на то, как фигурки у меня закреплены. Я побоялась сверлить в их ножках отверстия для зубочисток. И поэтому я воспользовалась зажимами от фирмы Machete. И зажимаю я их на станке для окраски от Green Stuff World.
И вот таким образом мне стало очень удобно красить эти фигурки. Перед установкой фигур на свои места я пройдусь по ним сухой кистью, и это придаст им больше объема и придаст однотонности с основной палитры диорамы.
Я убираю скотч с основания диорамы, и жертв тут не избежать, поэтому те места, где гипс отвалился, я потом подкрашу. Но и самое интересное, я размещаю всех действующих лиц и морд на диораме. Да, я некоторое время цинично сложила коров в кузов зилка. И вот перед вами результат моей работы. Диорама готова. Обязательно напишите в комментариях, как она вам. А я напоминаю, что я использовала в процессе работы над ней. Это ZIL MMZ 4502 от AVD Models, фигурки работяг и коров от Амформы, сено водопроводный Леон, забор от фирмы Таран, трава флок от Green Stafford. Основание – это фоторамка плюс гипс, краски, темпера и масло от Невской палитры. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ведь тут я говорю о стендовом моделизме и, конечно же, показываю стендовый моделизм. С вас лайк и комментарий, а я пошла делать свою следующую диораму.